Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня буду готовить тыквенные кексы. Часть продуктов я подготовила заранее. Тыкву запекла в духовке при температуре 180 градусов до мягкости. Затем пюрировала погружным блендером. В миску вбиваю 2 яйца. Добавляю щепотку соли, это примерно 1/3 чайной ложки, и перемешиваю до появления пены. Добавляю частями 120 грамм сахара по вкусу и продолжаю перемешивать на низких оборотах миксера до побеления яичной массы. Грецкие орехи я предварительно поджарила на сковороде и измельчила ножом. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Добавляю 200 грамм тыквенного пюре. Пюре у меня из холодильника. Добавляю цедру одного апельсина по вкусу и перемешиваю. Добавляю 60 грамм растопленного, но не горячего сливочного масла. Можете сливочное масло заменить на любое растительное, например, на подсолнечное. В миске 140 грамм просеянной пшеничной муки. Добавляю примерно 1 чайную ложку разрыхлителя и пол чайной ложки корицы по вкусу. Перемешиваю до однородности. Муку повторно просеиваю и добавляю в яичную смесь. Перемешиваю венчиком. Тесто получается достаточно густым. У меня тыква была замороженная. И тыквенное пюре получилось густым. Если ваше тыквенное пюре будет более жидким, то больше муки в тесто добавлять не нужно. Перемешиваю тесто лопаткой и добавляю 50 грамм грецких орехов по вкусу. Вот такая консистенция теста у меня получилась. У меня есть бумажные формочки для кексов. Я их ничем не смазывала. Наполняю формочки примерно на 2/3 тестом и распределяю тесто по форме. Это было бы сделать проще, если бы тесто было менее густым. Но я решила больше ничего в тесто не добавлять. Заполнила 12 формочек и выпекаю кексы в заранее разогретой духовке при температуре 160-170 градусов в режиме вверх-вниз. Примерно 50-55 минут. Точное время выпечки зависит от вашей духовки. Готовые кексы вынимаю из формы, перекладываю на тарелку и даю им немного остыть. Решила кексы украсить сахарной пудрой. На это ушла примерно 1 чайная ложка. Вот такие тыквенные кексы у меня получились. Они у меня ассоциируются с теплой осенью, имеют яркий цвет и такой же яркий насыщенный вкус. Сейчас зима, лежит снег и холодно. Вот мне и захотелось испечь что-то яркое и теплое. Кексы вкусные, и мы с сыном их съели быстро. Рекомендую вам приготовить такие тыквенные кексы, они вам понравятся. Готовьте с удовольствием. И приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик. У меня для вас есть еще много интересных рецептов. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!